Свадьбы часто являются красивыми, но дорогими торжествами, требующими значительных сбережений, прежде чем они могут быть реализованы. И все же, иногда жизнь подбрасывает нам ситуации, которые заставляют нас копаться в своих сбережениях для причин, которые намного важнее. Одним из ярких примеров является недавняя история о помолвленной паре, которая не колеблясь потратила свой свадебный фонд, а также значительную часть своих личных сбережений, чтобы дать шанс на борьбу раненой и брошенной собаки, с которой они столкнулись в тот же день. Этот благородный поступок никого не оставил равнодушным. Парень увидел пост о тяжело раненой собаке с 2 сломанными лапами неподалеку и, не в силах проигнорировать это, решил пойти и помочь щенку. История началась в канун Хэллоуина, когда, вернувшись с работы, Дилан увидел пост о тяжело раненой собаке, которую некому было приютить. Место, казалось, было всего в 20 минутах езды, поэтому мужчина не мог проигнорировать это. Он сел в машину и поехал прямо туда, куда его направил пост. Приехав, Дилан обнаружил, что ситуация определенно не преувеличена. Собака, которая выглядела как жертва наезда и скрылась с места происшествия, выглядела очень плохо. Ее задние лапы были покрыты кровью и, казалось, сломаны. Она дрожала и кашляла, поделился мужчина, добавив, что, несмотря на ужасные травмы, щенок оставался на удивление сильным и спокойным. Когда он привез ее в больницу, мужчина узнал, что у нее нет микрочипа, и если персонал попытается спасти ее, ему, скорее всего, придется покрыть расходы. Погрузив ее в свою машину с помощью нескольких дружелюбных незнакомцев, Дилан помчался с девочкой в больницу. Однако, оказавшись там, выяснилось, что у собаки нет микрочипа, а это значит, что все медицинские счета, если он решит попытаться спасти ее жизнь, скорее всего, лягут на него. Выбор был трудным, но мужчина недолго раздумывал. Вместе со своей невестой Эмили они решили пожертвовать своими свадебными деньгами, а также потратить все свои сбережения, сделав все возможное, чтобы дать собаке, которую они вскоре назвали Аклин, второй шанс на жизнь, которого она по праву заслуживала. Парень вместе со своей невестой быстро решили пожертвовать свадебный фонд, а также часть своих общих сбережений, чтобы дать собаке второй шанс на жизнь. К счастью, паре в конце концов удалось найти профессионала, который был достаточно уверен в себе, чтобы провести операцию и спасти обе лапы собаки, несмотря на мрачный прогноз в начале. После того, как эта история распространилась в интернете, пользователи сети были настолько тронуты благородным поступком пары, что решили помочь им, собрав более $30,000. Хотя все это стоило паре целое состояние, как только люди в сети узнали об их благородных начинаниях, они с радостью им помогли. Сделав взнос, им удалось собрать более $30,000, что почти в 3 раза больше установленной суммы. Согласно последним данным, получив второй шанс на жизнь, девочка теперь была готова к реабилитации и терапии. И, конечно же, теперь у нее была новая семья и новый дом с Диланом и Эмили, что стало совершенно здоровым завершением всей этой истории. Поначалу ситуация казалась совсем плохой. Врач сообщил паре, что Аклин, скорее всего, придется ампутировать одну ногу, а для спасения другой ноги необходима очень сложная операция. У них даже возникли серьезные проблемы с поиском хирурга, который бы рискнул взяться за такую задачу, поскольку, по словам одного из врачей, операция должна была быть идеальной. Операция прошла успешно, и собака не только получила второй шанс на жизнь, но и обрела новую любящую семью. Благодаря добрым людям в сети, Дилан и Эмили смогут насладиться свадьбой своей мечты, несмотря на то, что они потратили свои средства на помощь Аклину. Однако, по словам Сидни, многие пары фактически начинают остаток своей жизни, влезая вместе в долги. При средней стоимости свадьбы в США, достигающей примерно $35,000, многим приходится занимать деньги, чтобы выплатить такие долги. Но стоит ли это того? В конце концов, это обязательства, которые люди берут друг перед другом, а не перед сотнями гостей, некоторых из которых они едва знают, или перед всем остальным миром, который и составляет эти нереалистичные свадебные стандарты. Не только стоимость заставляет искать альтернативы.
По словам свадебного фотографа Зои, небольшие интимные свадьбы сэкономят вам много денег, а также будут намного менее стрессовыми и гораздо более личными и аутентичными. Подобные действия позволяют вам быть более предприимчивыми, креативными и экспериментальными, а также позволяют вам по-настоящему приятно провести время с самыми близкими вам людьми в тот момент, который, скорее всего, можно описать только как один из самых прекрасных в вашей жизни. Но в конце концов, это личный праздник и гораздо более личное решение о том, как вы хотите его провести. В то время как у небольших свадеб есть некоторые сильные преимущества, у больших свадеб есть совершенно другие собственные плюсы. Однако самое главное – помнить, что ни один праздник не ценнее чьей-то жизни, будь то жизнь человека, собаки или любого другого существа, и очень приятно осознавать, что есть такие люди, как Дилан и Эмили, которым не пришлось дважды думать, прежде чем выбрать последнее. Что вы думаете об этой истории? Вы когда-нибудь спасали жизнь? Поделитесь всем этим в комментариях ниже.